Всем привет! Вы на канале Викук. Сегодня я приготовлю хлеб на закваске Левита Мадре с добавлением цельнозерновой муки. Смотрите видео до конца и готовьте полезный хлеб у себя дома. С вечера возьмите закваску, которая хранится у вас в холодильнике, и приступим к кормлению. Отберите 40 грамм от основной массы и переложите в небольшую емкость. Туда же добавьте 20 грамм воды комнатной температуры и хорошо перемешайте до однородности. В конце засыпаем 40 грамм пшеничной муки и начинаем вымешивать тесто. У вас получится закваска 50% влажности, так как воды в 2 раза меньше, чем муки. Замешанную закваску переложите в банку на всю ночь, накройте крышкой и оставьте метку, чтобы следить за ее ростом. На утро, как можете заметить, закваска увеличилась больше, чем в 4 раза. Приступим к замесу. В миску положите 80 грамм активной закваски и налейте 280 грамм воды комнатной температуры. Перемешайте все до однородности. Теперь перейдем к муке. Засыпаем туда 350 грамм пшеничной муки и 50 грамм цельнозерновой муки. С помощью ложки начинаем вымешивать тесто. Затем скребком соберите всю муку со стен миски. Продолжайте вымешивать руками еще несколько минут. Оставим тесто на 1 час. Этот процесс называется автолиз. В это время все ингредиенты, за исключением соли, должны соединиться воедино. Спустя час можем добавить 12 грамм соли. Смочите руки водой, чтобы тесто не прилипало, и начните вымешивать по кругу, чтобы соль равномерно распределилась. Затем переложите его на стол и вот такими движениями замешиваем тесто. В конце сформируйте круглый шар, капните немного масла в контейнер и переложите тесто. Накройте пленкой и оставьте на 1,5 часа. Спустя 1,5 часа мы проведем необычную процедуру. Снимите пищевую пленку, возьмите масло и нанесите на рабочую поверхность. Рукой размажьте его по столу, чтобы в дальнейшем тесто не прилипало к нему. Переложите тесто на стол, возьмите его за края и растягивайте до предела возможного, но будьте аккуратны, чтобы не порвать его. Затем сложите, как на видео. Это нужно для того, чтобы клейковина теста вытянулась, а при складке образуются более деликатные слои теста, которые смогут удержать образующийся воздух во время брожения. Затем переложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте еще на 1,5 часа. Спустя время возьмите тесто мокрыми руками посередине, приподнимите его и переложите на передний край. Разверните миску и повторите то же самое. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте еще на 1 час. Спустя час снимите пищевую пленку, возьмите муку и обильно посыпьте рабочую поверхность. Возьмите тесто, поднимите его посередине и сделайте серию складок. В конце оставьте на рабочем столе. Накройте миской на последние полчаса перед формовкой. Спустя полчаса наконец-то можем сформировать тесто. Поднимите крышку, тесто на этом этапе гладкое и покрыто маленькими пузырьками. Присыпьте его мукой и с помощью лопатки подденьте снизу и переверните швом вверх. Кончиками пальцев разровняйте в прямоугольную форму. Нижнюю часть ложите чуть выше середины, затем оттяните правый край и положите на центр. То же самое повторите с противоположной стороной. Затем скрутите тесто в рулет и аккуратно подтяните его на себя. Переверните швом вверх и пальцами закрепите тесто, чтобы во время отстойки не выходил воздух. Переложите тесто в корзину для отстойки или в глубокую тарелку, накрытую полотенцем, и закройте пищевой пленкой. Оставьте в холодильнике на всю ночь. На утро разогрейте духовку до 250 градусов, закрытой жаропрочной формой для выпечки. В моем случае это стеклянная, но подойдет и обыкновенная металлическая кастрюля с крышкой. Когда духовка набрала нужную температуру и форма раскалилась, достаньте ее. Затем возьмите тесто с холодильником. Можете заметить, что за ночь оно увеличилось. Снимите с него пищевую пленку и переложите на пергаментную бумагу. С помощью лезвия или острого ножа сделайте 3 насечки глубиной в полсантиметра. Затем переложите в форму для выпечки. Кстати, форма нужна для того, чтобы поднять максимальную влажность при выпечке.
В это время хлеб раскрывается и получается внутри мягким и пористым. Закройте хлеб крышкой и ставим форму в разогретую духовку. Выпекаем первые 25 минут при температуре 250 градусов. Спустя 25 минут тесто раскрылось, насколько это возможно. Снимаем крышку и вторым этапом мы доводим хлеб до готовности и делаем хрустящую корочку. Выпекаем еще 10-15 минут при температуре 210 градусов. Вот и готов хлеб на закваске с добавлением цельнозерновой муки. После выпечки переложите его на решетку до полного остывания. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на мой канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеорецепты. До новых встреч!